Здравствуйте! После выхода видео «Революция в служебном собаководстве» на мою почту не перестают приходить письма, и я в очередной раз вынужден ответить на некоторые поступившие вопросы, ввиду того, что разного рода специалисты пытаются перекрутить информацию тех времен и представить ее в своей лживой интерпретации. Но своими стараниями они только загоняют себя в яму, потому что каждое свое утверждение я могу подтвердить документальными фактами или видеозаписями из моего видеоархива. При этом все поступившие вопросы крутятся вокруг украинской породной группы, формированием которой вплоть до 1977 года занимались Степанов и Орловская. Но когда читаешь доводы некоторых авторов писем, то приходишь к пониманию, что они и в глаза не видели тех собак, о которых рассуждают, и чтобы развеять их фантазии, я покажу собак этой группы. В очередной раз повторюсь, я ни в коем случае не сомневаюсь, что и Степанов, и Орловская, и все остальные революционеры прекрасные и достойные люди. Я лишь говорю о революции в ДОСААФе как о историческом факте, который поменял в корне служебное собаководство. Итак, к началу 2000-х годов произошла полная смена племенной базы немецких овчарок, в которой не нашлось места племенным собакам разведения ДОСААФа, и их родословные стали ненужной макулатурой, которую просто выбрасывали. Такую макулатуру Днепропетровского и Запорожского клубов я попросил моих приятелей, которые тогда отвечали за племенную работу, отдать мне, тогда еще даже не понимая зачем. Сейчас по этим родословным можно проследить все данные племенных собак тех времен, даты их рождения, принадлежность к различным линиям разведения и прочую информацию. А с учетом того, что у меня есть огромное количество видеозаписей и выставок тех времен, можно восстановить полную картину тех событий. Объективность всех выводов обуславливает тот факт, что на этих видео указываются клички собак, и это дает возможность то, что называется, разложить весь племенной материал по полочкам. Хотите посмотреть собак, завезенных из ГДР и их потомков? Пожалуйста. Хотите посмотреть, как работают потомки линии Чехословакии? Не вопрос. И анализируя таким образом родословные собак, кадры с их работой, расстановку мест на выставке, можно безошибочно прийти к пониманию того, какой была стратегия развития породы немецкая овчарка и какие были взяты ориентиры в племенной работе. На этих кадрах вы видите главную выставку СССР 1983 года, которая проходит в городе Днепропетровск. Собаки, которые были выставлены на этой выставке, все без исключения являются потомками племенных производителей, которых лично в племенную базу отбирали Степанов и Орловская, а также собаки, которых закупали за границей по критериям, разработанными этими же экспертами. И сейчас я перейду к ответам на полученные вопросы. Некоторые специалисты утверждают, что Степанов и Орловская хотели сохранить в племенной базе тип собак, которых тогда называли восточноевропейская овчарка, но это обычное вранье. Посмотрите собак на выставке. Вы видите хотя бы одного типичного восточника? Конечно же нет. Из всех пересмотренных многочасовых видео я нашел всего несколько собак, которые отдаленно напоминали восточноевропейский тип, только лишь своим окрасом. И я вам скажу почему. Стратегия развития породы немецкая овчарка, которую воплощали в жизнь Степанов и Орловская, полностью исключала прохождение такого типа собак в племенное разведение. Доказательства этому вы можете прочитать в докладах этих специалистов на заседании ДОСААФа, в которых они указывают, что высокий рост, масса тела, светло окрашенная шерсть и ряд других внешних признаков восточников являются нарушением стандарта и относятся к последствиям крипторхизма. Поэтому у классических восточников не было никаких шансов остаться в племенной базе, которую формировали Степанов и Орловская. И даже тех собак из линии ДОСААФа, которые были признаны свободными от крипторхизма и попадали под желательный тип этих экспертов, в перспективе планировалось то, что называется поглотить линиями собак ГДР. Безусловно, то, что эти грамотные в своем направлении специалисты во главе со Степановым, который являлся мозговым центром, будучи полковником ветеринарной службы, вели борьбу с крипторхизмом, это очень хорошо. И за это они заслуживают огромного уважения. Но только в этой борьбе они совсем растеряли рабочее качество немецких овчарок, допуская в племенное разведение собак,
которые по своим рабочим характеристикам являлись откровенным браком. В аспекте рабочих качеств они не были специалистами должного уровня. Их стараниями в испытаниях собак были упразднены многие принципы. Ими ошибочно за руководство были взяты и немецкий стандарт, и немецкие методики подготовки собак, которые в те времена уже не соответствовали нормам, по которым создавалась эта порода. И именно эти причины нашли свое отображение в официальном вердикте дисквалификации Степанова и Орловской из системы ДОСААФ и лишения всех званий. Следующий момент. Есть энтузиасты, которые утверждают, что главной причиной дисквалификации была боязнь ДОСААФа конкуренции племенной базы овчарок восточноевропейского типа с племенной базой, создаваемой Степановым и Орловской. Но те, кто в теме, знают, что там и бояться было нечего. Это просто очередная фантазия, которая разбивается простой просьбой к этим фантазерам. Покажите видео работы хотя бы одной выдающейся собаки, которая была взята революционерами за ориентир в племенной работе. Ведь видео, которое я показываю, это не просто кадры с обычными собаками. На них призеры и победители главных выставок Советского Союза. Нужно понимать, что деятельность революционеров не ограничивалась пределами Украины. В Днепропетровск съезжались немецкие овчарки всего СССР, которые были отобраны ими для так называемого возрождения породы. Поэтому всякие высказывания, что восточники работали хуже завезенных немецких овчарок ГДР или Чехословакии, что они были медленные ввиду своих больших размеров, это просто пустые, ничем не подкрепленные слова. Посмотрите хотя бы нарезку кадров из фильма «Пограничный пес Алый», где снимались восточники, которые проходили службу в пограничных войсках в 1970-х годах. Где тут медленная работа крупных немецких овчарок восточноевропейского типа? И посмотрите, как сложены эти собаки. Несмотря на свои внушительные размеры, они демонстрируют и приличную скорость, и хорошую координацию движений, и физическую мощь, которая растворилась в собаках нового обновленного типа. Всякие фантазии, что на собаках, закупленных в ГДР, можно было формировать чуть ли не самое лучшее в мире поголовье, полная ерунда. Есть огромное количество книг по служебному собаководству и видео, проанализировав которые, можно понять, что приоритеты в системе разведения ГДР на то время были в спортивном направлении, и от былой твердости характера овчарок ГДР остались только воспоминания. Многие собаки, которые ехали в СССР из ГДР или Чехословакии, представлялись как потомки выдающихся предков. Но можно посмотреть видео с работой собак этих линий и убедиться, что в массовости своей ничего особенного в них не было. Особенно в таком качестве, как твердость характера, которая прописана в стандарте немецкой овчарки, и ему должно уделяться отдельное внимание в тестировании при отборе племенных собак. И вот проверка именно этого качества напрочь была отвергнута и Степановым, и Орловской, и их последователями. Да, были в те времена ГДРовцы высокого класса, но их было очень мало. Еще раз повторюсь, безупречно работающих овчарок можно найти в любых линиях разведения, и в рабочих, и в шоу, но это считанные единицы, не подчеркивающие состояние породы. Общее качество породы в целом с конца 1970-х годов с каждым годом только ухудшалось. И такая тенденция – это и был результат того, что Степанов и Орловская, а позже их последователи, приоритетом в племенной работе взяли внешний вид, а рабочие качества, которые были основой при создании породы немецкая овчарка, они отодвинули в сторону. О крепком здоровье собаки я не упоминаю, потому что это основополагающий фундамент по умолчанию. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго, до новых встреч!